Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, рекомендуйте наше видео всем своим друзьям и знакомым. Нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки, пишите комментарии, делайте необходимые действия для того, чтобы наше видео продвигалось органически. Когда вы пересылаете это видео своим друзьям и знакомым, вы можете обсудить, что интересного и полезного вы подчеркнули из нашего видео. Также я очень надеюсь, что после нашего видео в вашей жизни получаются инсайты. Эти инсайты дают вам возможность к своим целям стремиться с большими возможностями, привлекая больше единомышленников. И тема сегодняшнего видео – как работать с полезными книгами. Это первое видео, которое касается темы личностного роста. Для тех, кто о колесе жизненного баланса слышит впервые, я сейчас вкратце расскажу, что собой представляет колесо жизненного баланса Long Swim. В теории колеса жизненного баланса вы можете в интернете найти много информации, что колесо жизненного баланса разделено на 8 сфер, 12, 24 сферы. Исходя из того, что миссия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию, колесо жизненного баланса должно обладать той структурой, которая позволяет нам не запутаться в большом количестве сфер. Я считаю, что 8 сфер – это достаточное разделение для того, чтобы легко ставить цели. Напоминаю, что обычно после диагностики колеса жизненного баланса и постановки целей мы имеем 50 целей на целый год. Они разделены между 8 сферами жизни. Эти 8 сфер жизни позволяют нам буквально балансировать между работой и отдыхом, мобилизацией, релаксацией. И таким образом наши цели для нас являются актуальными, мы можем ставить приоритеты, мы можем цели переносить на следующий год или, наоборот, понимая ценность нашей цели, формировать необходимое количество ресурсов, чтобы эта цель в этом году обязательно была достигнута. Зачем мы обращаемся к книгам? Почему сфера личностного роста для нас важна? Немного расскажу о теории колеса жизненного баланса. В нашей жизни бывают 3 состояния, в которых мы пребываем. Самое лучшее состояние, лучше не бывает, это состояние 8-10. Мы переполнены энергией, у нас все получается. Противоположно этому есть состояние 0-4, состояние, в котором присутствует много эмоций, но из-за того, что мы не успели сформулировать свои цели, к которым мы будем стремиться, чаще всего мы за счет этой закономерности вовлекаемся в цели других людей. Мы точно так же делаем необходимое для достижения целей, но эти цели являются для нас чужими. Мы не пользуемся дивидендами от этих целей, даже с нами меньше делятся этими дивидендами, поэтому состояние 0,4 – это начальная стадия получения опыта. И состояние, в котором мы пребываем чаще всего, это состояние 4-8. Это после состояния 0,4 возникает такое желание доказать, что я могу использовать свои ресурсы, силы, время на полную, на 100%, на 150%. У людей 4-8 эффективность их личная, она максимальная. Это 150-200%. Они своими ресурсами владеют в совершенстве. Но когда вы рассмотрите, каких целей вы хотите достичь, к вам приходит объективный, очень интересный вывод. Некоторые цели можно достигать, когда вы можете что-то делегировать, когда вы можете что-то делать совместно. И такое прозрение, озарение – это уже состояние 8-10. Все эти стадии состояния 0,4, плавный переход в состояние 4-8 вы будете проходить медленно. Для кого-то это будет период 2-3 года, 5 лет, 10 лет. Для кого-то это будет более короткий промежуток времени, и для того, чтобы вы к своим целям приходили более осознанно, более интересно, и мы создали этот YouTube-канал. На YouTube-канале все видео уже с 2025 года выходят с субтитрами на более 180 языках мира, поэтому если вы кому-то из друзей и знакомых перешлете наше видео за счет субтитров, они могут понять основную суть.
А эмоции, которые присутствуют в этом видео, вы можете поделиться со своими друзьями сами. Видео мы пишем и публикуем 2 раза в неделю. Это дает вам возможность из всех видео выбирать те, которые вам необходимы именно в данный момент. Видео сформированы по плейлистам в зависимости от продолжительности. Если у вас есть небольшое количество времени, вы можете выбрать плейлист, где видео с длительностью до 20 минут. Если вы хотите очень глубоко погрузиться в колесо жизненного баланса, есть плейлист с длиной видео от 20 до 40 минут. И если вам нужно очень хорошо понять какой-то вопрос, мы пишем видео более 60 минут, где о каждой сфере стараемся рассказать во всех нюансах, во всех деталях. Естественно, если вы находитесь в состоянии 0.4, вам эти нюансы не совсем сразу будут понятны. Но если вы ближе к инсайту или к состоянию 8-10, вам эти нюансы позволят принять правильное решение, помогут избегать каких-то ошибок, ну и помогут вообще разобраться больше в себе. И еще раз напоминаю, миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к личному и профессиональному долголетию. Ради этой миссии мы анализируем большой опыт, который описан в других книгах, и о своем опыте мы сейчас немного постараемся и рассказать. Какие книги являются для нас полезными? Когда вы касаетесь сферы личностного роста, цель этой сферы личностного роста, еще раз напоминаю, что сфера личностный рост находится по диагонали напротив яркости жизни, она помогает нам получить необходимые знания или определить перечень тех знаний, которые нам не хватает для того, чтобы обладать новыми качествами. Ну, допустим, мы заинтересовались темой фридайвинга. У нас есть желание задержать дыхание на 6 минут. Мы идем на обучение по базовому курсу фридайвинг. Нам объясняют, как это можно сделать, задержать дыхание на 6 минут. И потом по мере изучения теории и регулярно практикуя это в бассейне вместе с инструкциями, вы с удивлением для себя обнаруживаете, что вы можете к своей мечте задержки дыхания 6 минут приблизиться за достаточно короткий промежуток времени. Итак, как полезные книги могут быть использованы, если вы находитесь в различных состояниях? Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что когда вы находитесь в состоянии 0.4, вы можете сформировать свою библиотеку. Библиотеку в электронном виде, библиотека может состоять не только из книг, но и из каких-то необходимых видеофильмов, видеосюжетов, которые дарят вам инсайты, положительные эмоции. Еще раз напомню, что состояние 0.4 – это очень большой приоритет, очень большая важность придается эмоциям. То есть для кого-то очень важно зарядиться, настроиться на определенное настроение. А для людей, у которых ведут дневник, это люди состояния 4-8, у них неделя, как правило, очень плотно расписана, и их задача в хорошем или плохом состоянии решать те задачи, которые у них спланированы на эту неделю. Конечно, в состоянии 0.4 больше восторга, когда вы выполняете определенное дело с заданным настроением, но у людей в состоянии 4.8 по концу недели остаются выполненные дела, и поскольку это очень системная работа, то есть нравится, не нравится, люди план на месяц свой выполняют, по концу года более половины целей, которые они поставили, как правило, они делают это легко, затрачивая только свои усилия. Остальные, более половины целей, зависят от того, какими возможностями они воспользовались или как они смогли взаимодействовать с единомышленниками, чтобы единомышленники помогли им приблизиться к своим целям. В состоянии 4.8 что происходит с полезными книгами? То есть люди в состоянии 0.4 они собирают, имеют в своем распоряжении в легком доступе свою библиотеку, которая построена на их жизненных ценностях. Я еще раз напомню, что в колесе жизненного баланса все сферы между собой взаимосвязаны. Вы читаете обычно те книги, в которых есть те жизненные принципы, которые для вас ценны, которые вы разделяете. Если вы находитесь в состоянии 0.4, вы можете найти новые жизненные принципы,
какие-то события из вашей жизни, допустим, рождение ребенка, позволяют вам пересмотреть свои жизненные ценности, больше внимания уделять уже детям, ихнему развитию, творческому развитию и так далее. Что нужно сделать в состоянии 4.8 с полезными книгами? С одной стороны, категоричный вопрос, с другой стороны, наше пожелание, то есть для людей в состоянии 4.8, это рассказать о прочитанной книге, которую вы посчитали полезным, поделиться этой информацией с теми людьми, с которыми вы хотите ее обсудить. Как правило, книга полезна тем, что два человека от прочтения книги получают разные впечатления, разные эмоции и разные инсайты. Люди в состоянии 8-10, они отличаются тем, что те инсайты, которые у них возникли при прочтении книг, позволяют им решать какие-то уже поставленные задачи. Иногда вот прочтение книги дает какой-то очень сильный инсайт, и задача, которая не решалась год, она решается фактически мгновенно. Люди в состоянии 8-10 используют инсайты, которые дают им прочтение книги, для того, чтобы двигаться к целям, ставить новые цели, пользоваться всеми возможностями. То есть я в предыдущем видео уже говорил, сейчас повторюсь, люди состояния 8-10, они умеют все, что происходит в их жизни или жизни окружающих людей, использовать для достижения своих целей. Люди состояния 4-8, они будут перебирать, воспользуюсь этой возможностью, не воспользуюсь, там, что скажут, что подумают. То есть вот такое желание всегда остаться в принципе, я сам все это сделаю, со временем это проходит и возникает понимание, что некоторые вещи можно делать самому, и даже это очень хорошо, особенно в творчестве, а некоторые вещи, которые касаются других сфер жизни, можно делегировать или искать единомышленников. Итак, полезные книги, как они влияют на наставничество, нужно ли писать собственные книги, я сейчас постараюсь с этим вопросом разобраться вместе с вами. Если у вас есть какая-то история успеха, пожалуйста, пишите в комментариях. Если у вас интересные книги, которые сильно повлияли на вашу жизнь, обязательно пишите название книги с указанием автора. Если есть ссылка на какой-то интернет-магазин, пожалуйста, пишите в комментариях. Эта информация будет полезна не только нам, но и тем, кто будет это смотреть видео через некоторое время. Что дает нам то действие, что мы начинаем работать с полезными книгами. Сфера личностного роста устроена таким образом, что очень настоятельно рекомендуется пользоваться возможностями профессионального обучения и личного обучения. Если мы говорим о профессиональном обучении, как правило, в профессиональном обучении книги, они очень долговечны. Ту книгу, которую вы прочитаете сейчас, за исключением тех областей, которые динамично развиваются, вы будете этой информацией пользоваться в течение ближайших 2-3 лет. Пожелания колеса жизненного баланса. Сначала вы читаете книги, то есть это состояние 0,4 в сфере личностного роста, потом состояние 8-10. Если у вас достаточный жизненный опыт и профессиональный, пожалуйста, можете издать свою собственную книгу. Сейчас книги можно издавать не обязательно печатный вариант, вы можете всю книгу выложить на своей собственной странице в любых социальных сетях, мессенджерах. Можете просто напечатать на каком-то форуме. Зачем это нужно? Когда вы находитесь в возрасте более 40 лет или 50 лет, ваши размышления по поводу использования вашего опыта могут быть кому-то полезными. Тот, кто вступает на профессиональный путь первый раз. У вас есть жизненные принципы, как должна развиваться ваша отрасль, какими жизненными ценностями должны быть ценными или на что вы хотите обратить внимание. Все эти вопросы вы можете озвучивать, по результатам этой дискуссии находить единомышленников, и таким образом вы можете предлагать реальные практические шаги для того, чтобы окружающее пространство и мир становился лучше. В состоянии 4-8 требуется сделать что-то, чтобы ваши полученные теоретические знания, то есть прочитанная книга, стала как-то монетизироваться. Монетизироваться — это значит, что это приносит какую-то пользу или приносит какую-то выгоду в виде денег, или каких-то благоприятных действий.
Что означает книга полезная? Если вы это используете в личной жизни, чаще всего это переосмысленная книга, то есть вы на основе книги переосмысливаете свой какой-то распорядок дня, какую-то повседневную деятельность, или вы ищете подтверждение тем жизненным принципам, когда вы понимали, что вы эту мысль как бы понимаете, но сформулировать не можете. И книга дает возможность вам сформулировать эту мысль. В состоянии 8-10 вы переходите в наставничество. Наставничество в той или иной сфере для нас существует. Если у вас собственные дети, вы являетесь наставником, делитесь своим жизненным опытом, потому что это ваши родные, близкие, родственники. Если вы находитесь в профессиональной среде, обучение поможет вам разобраться с тем колоссальным объемом знаний, которые у вас есть, и наставничество помогает вам найти единомышленников, то есть тех людей, которые оценивают ваши знания очень-очень высоко. Поверьте, за 1-2 года наставничества вы найдете таких людей, с которыми вам будет интересно работать. Это те люди, которые, использовав ваши знания и опыт, смогут сделать в своей карьере более грандиозный рывок, скачок и смогут в вашу отрасль, где вы работаете, привнести какую-то новизну, полезность или грандиозность. Подводим итоги сегодняшнего видео, как работать с полезными книгами. Немножко приоткрыли плейлист, который посвящен сфере личностного роста. Еще раз напомню, что сфера личностного роста позволяет нам получить необходимые знания, которые нас приближают к нашим целям. Колесо жизненного баланса – это не про диагностику того, в каком состоянии вы находитесь, а про то, как вы стремитесь к своим целям. К своим целям вы можете стремиться через страдания, мучения, идти окольной дорогой – это состояние 0,4, так тоже можно идти к целям. Многие так это делают и получают от этого колоссальное удовольствие. А в состоянии 4,8 вы будете идти к своим целям более рациональным путем. Это для вас экономия времени, это для вас возможность не потратить время пустую, то есть в состоянии 4,8 ценность времени очень сильно возрастает. Если вы будете находиться в состоянии 8-10, обязательно поделитесь своей историей успеха под нашим видео, пускай это будет 1-2 предложения, или это будет большой динамический рассказ о том, что у вас есть свой инструментарий, рабочий, отработанный, надежный, проверенный, и мы этот инструментарий включим в наше колесо жизненного баланса, чтобы другие люди вместе с вами, благоустраивая этот мир, делали этот мир лучше, прекраснее, и таким образом рождаются единомышленники. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Не забывайте ставить лайки, нажимайте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться». У вас все получится. Я в вас верю.